Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будет ли она мстить? Такое довольно необычное, интригующее название, да, видео. Даже не интригующее, а ну такое, до дрожи, наверное, да, до мурашек. Потому что месть — это такое дело, что не каждый на нее отважится. Слава богу, конечно, но есть отдельные кадры, которые могут это чудить. Итак, загадывайте женщину. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, у вас идет такое вот, как будто смятение чувств, что ли. Вот и плохо, и хорошо с другой стороны. И как-то вы запутались в жизни, да, с одной стороны грусть, печаль, тоска, с другой стороны уже хочется позитива, уже хочется каких-то позитивных перемен. Очень большой настрой у вас и на семейную жизнь, на любимую женщину. Вы как будто, вот знаете, вот у меня такое ощущение, что вы закрываетесь от окружающих. В каком-то смысле вы то ли не доверяете им, то ли вы сейчас стали очень избирательны в своих каких-то высказываниях. Вот я имею в виду, что вы сейчас не поделитесь со всеми, как раньше, вот с какой-то своей болью, печалью, да, вот своими проблемами. Раньше, раньше вы были более открытым человеком, вот сейчас вы немного в себе так закрылись. Я так подозреваю, что это все идет из прошлого. Вот такое ваше состояние, вот грусти, да, вот первое, что у нас выпало, это грусть, это какая-то закрытость, это тоска, это боль обманутых надежд, это горечь утраты. То есть вот эти все негативные чувства могут проигрываться у каждого из вас в разной степени. Опять же, у кого-то сейчас эти чувства проигрываются, кто-то из вас вот только закончил этот негативный этап. Смотрите, вот у меня такое ощущение, что смятение чувств, вот такие вообще вот перевороты судьбы, переворот вообще вашей жизни, жизненного уклада у вас произошел из-за женщины. Эта дама была довольно таким хорошим, знаете, манипулятором и игроком. Вот именно игроком мне хочется ее назвать. Она умеет все хорошо просчитывать. Она просчитывает вот именно отношения с людьми на 10 ходов вперед. Она знает, чего хочет. Эгоистичная натура. Она может проигрываться еще такой дамой, знаете, ну, я обычно называю таких и вашим, и нашим. Довольно двуликая. Вот если ей выгодно быть с человеком, она будет и жить, и дружить, и вообще водить связи чисто по выгоде. Вот деньги, выгода, да, вот именно просчеты. Могут проигрываться и вредные привычки у нее, да. Могут проигрываться, знаете, вот такие моменты, когда... Ну, я думаю, вы некоторые наблюдали, когда еще были в паре, либо в семье с этой женщиной, что складывалось такое ощущение, что ей вообще все по барабану. И семья, и муж, может, даже дети. Вот она — это центр вселенной. То есть это дама, которая супер эгоистка, супер самовлюбленная, что ли, да, вот нарцисска такая. И вот после нее вы стали по-другому относиться к женщинам. После нее вы стали более закрытым. После нее вам стало плохо. У каждого это, конечно же, будет проигрываться своя ситуация, да. Потому что не может быть абсолютно одинаковых шаблонных разрывов, расставаний, разводов, да. Но, как правило, я смотрю вот и по вашим отзывам, я смотрю, что реально у многих из вас до сих пор вот есть еще тот осадок, есть недоверие. Но что меня радует, это то, что вы уже как бы настроились на новые отношения. Хоть душа болит, а сердце плачет, вы уже настроены на позитив. Хотя, я думаю, далеко не очень легко вам дается этот позитив. Итак, давайте-ка посмотрим,
Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад? Так. Ну, это то, что я и говорила. Вот эта дама, которая самовлюбленная в себя, которая вот она носит сродни маски. Вот она общается с людьми, как будто вот с каждым человеком она одевает какую-то определенную маску. Это в зависимости от того, как она относится к человеку. Это зависит еще от того, насколько ей человек выгоден, может быть. И человек, который мало кому покажет свое истинное лицо. Дама, в общем-то, любящая себя, любящая ухаживать за собой. Могут проигрываться у нее какие-то еще ребяческие нотки такие, да. Она периодически может себя как-то по-глупому вести, вот как наивная девчонка. Либо же дурачиться может, либо поступки просто вот необдуманные, как будто это ребенок сделал, маленькая девочка. Ну, то есть довольно такая она, ну, скользкая. Вот скользкие обычно люди, это непростая, очень лживый человек, очень непростой. Ну, уже одно то, что она и вашим, и нашим, да, вот, это однозначно характеризует ее абсолютно не с лучшей стороны. Давайте коротко посмотрим, как она сейчас живет, а потом посмотрим, будет ли она все-таки мстить, да. Такой довольно интригующий расклад. Как она сейчас живет, потому что говорить она может, допустим, если вы общаетесь, она может одно говорить, а по факту другое. Вот я не могу сказать, что она счастлива. Да, она мечтает о красивой жизни, она мечтает, что у нее будет жизнь вообще в полном шоколаде, но по факту она этого не имеет. Плюс еще, я вам скажу, у нее много страхов. Очень много страхов, и еще вот это идет у нее, но это чисто психологически, я понимаю этот момент, что у нее либо в детстве, вот она была, знаете, вот то ли гадким утенком, то ли еще, может быть, родители вот ее, ну, я не знаю, гнобили, вот зашугивали, да, вот какая-то вот она могла в детстве забитой быть. И сейчас, вот когда она выросла, она распрямила крылья, сейчас она унижает, обижает других людей, вот точно так, как издевались, может быть, там, ну, либо же обижали ее в детстве, да. То есть она сейчас такую вот обраточку сделала, вот как к ней относились, так она относится, потому что, ну, человек с кучей комплексов. У нее на самом деле, вот хоть она такая холеная с виду, у нее полно комплексов, вот даже как у женщины. У нее полно страхов, она много чего боится. У каждого это будет проигрываться свой страх. Вообще по жизни. У нее страхи перед мужчинами, у нее могут быть даже страхи и в интимной жизни, да, вот какие-то моменты. Ну, вы можете даже написать мне в комментариях, знаете вы об этом или нет, либо же это для вас открытие, да, потому что, ну, мы, бывает, всю жизнь проживешь с одним партнером, а до конца человека так и не узнаешь. Еще я вам скажу, она очень любит совать свой нос в чужие дела. Она очень любит руководить, но не всегда у нее получается. Вот у нее сейчас как-то так сложилось, что вот я не вижу у нее счастья ни в личной жизни. Я вообще не вижу возле нее мужчин, такие, которые, ну, были бы реально стабильные, успешные. Да, вот одноразовых, я это всегда говорю в видео, просто, ну, может быть, не всегда озвучиваю. Но кто меня смотрит, знают, что я всегда говорю о стабильных отношениях. Если там проскальзывают какие-то вот эти одноразовые, я даже их не беру во внимание, потому что, ну, это все несерьезно. Это нам не интересно. Поэтому, смотрите, счастья в личной жизни у нее нету. Я не вижу у нее особой успешности в делах. То есть у нее все пошло не по плану. Плюс еще, смотрите, может проигрываться, что она либо же сама увлекается магией, либо же она ходит к таким людям, чтобы делать какие-то пакости другим. Вот просто такой зловредный человек. Но я не вижу, что она такой вот прям профессионал. Да, у нее хорошая интуиция, да, она пытается что-то там делать, чудить, но я не вижу, что у нее это прям получается. Причем, смотрите,
когда она видит рядом с собой сильного человека, который и по статусу выше, и побогаче, да, ну, то есть по всем параметрам, она готова вот настолько вот включать великую актрису, она готова чуть ли не там преклоняться, прислуживать, но опять же, извините, хрипло много разговаривала сегодня, да что ж такое, она перед такими людьми готова вот преклоняться, но опять же это все наигранное, понимаете? Пока она вот будет использовать человека, пока человек ей выгоден, она будет такой вот великой актрисой. Перед мужчинами она может быть нежной, ласковой, заботливой, да, опять же, пока этот мужчина ей выгоден. Если она с кем-то дружит по выгоде, точно так, она будет великую там подружку включать, опять же, пока ей это выгодно. То есть она готова преклоняться, но перед теми, кто ей выгоден. И это абсолютно во всех ракурсах. Но сейчас я не вижу у нее особого счастья. Я вижу одиночество. Максимум у нее может быть какая-то близкая, либо же это подруга, либо сестра, с которой она может еще более-менее, ну, поговорить, обсудить, вообще поплакаться. Но в принципе, вот у нее везде, посмотрите, у нее везде маски падают. Человек ходячая маска. У нее для каждого, для партнера, для коллеги, для подруги, да, у нее припасена своя маска. То есть настолько такой двуликий человек, у нее счастья в личной жизни абсолютно ну, ноль, зеро просто. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, будет ли она пакостить вам, да, вот что-то такое, будет ли она делать, либо же нет. Смотрите, я не могу сказать, что это будет прям месть вот с большой буквы, нет. Но вот какие-то мелкие пакости она может делать, поэтому я хочу вас просто предостеречь, особенно тех, кто общается с бывшими. Понятно, что это общий расклад, да, понятно, что с кем-то больше резонирует, с кем-то меньше, кому-то он не подходит. Но опять же, больше я склоняюсь к тем, кто хоть иногда, вот вы, если пересекаетесь со своей зазнобой бывшей, смотрите, она будет делать какие-то манипуляции, какие-то уловки, чтобы пытаться на вас где-то надавить. Это может касаться и детей. Очень часто любят бывшие шантажировать, либо же как-то вот давить через детей. Она может повлиять, да, вот, ну, своего рода, вот, да, вот как на карте у нас нарисовано, что вот как бы кукловод такой, да, вот манипулирует, за ниточки дергает. То есть она будет на что-то вас продавливать. Либо же это деньги, либо же там как-то через детей, через имущество. Ну, то есть давайте-ка сейчас вот уточним хотя бы в общих чертах, чего это касается. Чего это касается? Вот ей настолько плохо, что, знаете, она будет на пустом месте. Вот даже не показывает конкретно чего, она просто будет готова, ну, зловредность такая, да, вот зловредность, вот хотя бы что-то. У каждого это будет своя ситуация. Вот нет такого, что конкретно на деньги, вот нету, либо же там на имущество. То есть она будет как-то вам, ну, знаете, я не знаю, то ли условия ставить, то ли ультиматумы, ну, какой-то такой своего рода шантаж, вот именно с целью манипуляций и с целью, чтобы вам было плохо. Она хочет, знаете, вот это еще женская какая-то вот зависть, что ли. Тем более, вот если она знает, что вы, ну, как бы справились без нее, да, вот она знает, она видит, она, я думаю, слышит и мониторит прекрасно, и как вы живете, и с кем вы живете, да, как вы вообще без нее поживаете. Она в курсе дел. Поэтому она хочет, чтобы ваша жизнь стала такой же черной и мрачной, как у нее. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны. Плюс я даже не исключаю, что может она опять же пакостить и какие-то вот магические ритуалы делать, либо сама пробовать, либо же ходить, ну просто чтобы вот навредить вам. Вот такая женская зависть, зловредность. По типу «так не доставайся же ты никому».
Поэтому лучше не общаться и держаться подальше, не вестись ни на какие манипуляции. Я просто хочу вас предостеречь. Понятно, что вы будете сами принимать решение, будете вы с ней общаться, либо же нет. Конечно же, это личное дело каждого. Но опять же, вот она понимает, что вы как будто вот без нее расправляете крылья. Она понимает, она знает, и через общих знакомых, да, и тем более, если вы общаетесь, она видит, что вы там не сошли с ума, вы не спились, не сгулялись, там бездомным не стали, да, ничего плохого такого не случилось. И как бы она видит, что вы настроены уже на будущее, на позитив. Ее это, ну, как жаба давит просто. Вот давит ее эта жаба. Надо вот что-то напакостить. Вот нужно хотя бы через детей, хотя бы как-то, хоть через магию, но чтобы вот сделать плохо. Поэтому я просто, ребята, вас предостерегаю, будьте осторожны. Лучше, ну так, либо же на дистанции общайтесь, либо же, если вы общаетесь, ну, не ведитесь на вот эти уловки ее. Либо же еще может быть вариант, да, ну, как бы жизнь бывает разная, а мало ли какую она сказку придумает. Если можете, то перепроверьте, да, если она начнет там, то помощь нужна, то деньги, то заболела, то операции, ну, всякое бывает, да, мы этого тоже не исключаем, бывают разные ситуации в жизни, но мы всегда должны оставаться людьми, да, как бы там ни было, но бывают реально тяжелые случаи, то нужно, конечно же, если подтвердится реально какая-то там ситуация, то, если хотите, вы можете, конечно, там чем-то помочь. Вот так. Поэтому я считаю, что, в принципе, такой вот мести с большой буквы здесь я не вижу, но вот мелкие какие-то пакости, манипуляции с целью просто вот, ну, сделать больно, сделать какую-то пакость мелкую, да, вот, чтобы были неудачи. Вот это по принципу, вот мне плохо, то пусть и соседу будет плохо, да? Или вот как говорят, мне хорошо, когда соседу плохо. Вот по такой вот подобной вот м, э, по такому мотиву она действует, да? Поэтому будьте осторожны, ребята. Предупрежден, значит вооружен. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!